Всем привет, друзья! Уже несколько дней идет самое интересное событие второго этапа празднования годовщины игры State of Survival, а именно Утроба Голгора. И о ней я хочу еще раз поговорить. Итак, какие выводы мы сделали для себя касаемо улучшения временного показателя в событии Утроба Голгора? Первый и, пожалуй, один из самых главных факторов – это слаженная работа всей команды. Каждый игрок выполняет поставленную перед ним задачу, и только тогда команда покажет лучший результат. А еще лучше быть в голосовом чате, потому что это упростит координацию действий. На сегодняшний день для нашего 125-го штата лучшая тактика выглядит следующим образом. Первое – это подготовка команды, проверка наличия продвинутых релокаторов и постановка задачи каждому участнику. Для начала вам нужно распределить роли. 3 рейдера и 2 игрока, отвечающие за опухоли и зараженных, стоящих на карте. Мелкие зараженные бывают разные, о них мы поговорим позже. Перейдем к бою. Команда из 5 игроков стартует, и очень важно в начале, когда Бека начинает говорить, нажать на кнопку «Пропустить», чтобы не терять драгоценное время. 3 игрока должны открыть рейды. Важно первыми рейдами нанести столько урона, чтобы у Голгора осталось не меньше 76% здоровья. Когда показатель упадет до 75, то появятся щупальца. Идеально, если вы найдете таких 3 игроков, которые снесут ровно 24%. Это позволит запустить вам вторую волну рейдов, ведь пока нет щупалец, вас никто не утащит. Но идти 2-3 рейдами или еще вдогонку соло-маршами, это уже вы должны понимать, исходя из своих сил. Основная задача – быстро вначале снизить жизни Голгора на 24%, потом сделать 5 рейдов. Если вы были внимательны, то заметили, что первыми на карте появится 5 мелких зараженных, которые могут дать бонусы всей команде, поэтому важно успеть убить их до того, как ваши рейды ударят Голгора, чтобы нанести максимальный урон. Итак, первые 3 рейда достигли цели. Затем все игроки используют релокатор, чтобы не ждать возвращения марша, так как рейды нужно создавать своим сильнейшим отрядом. Теперь настало время второго круга рейдов. Все открывают моментальный рейд и заполняют остальные рейды. Тут еще важно, чтобы рейды ударили максимально синхронно. Можно еще убрать галочку с мгновенного рейда, если заполнение игроками происходит с задержкой. Пока мы ждем выхода рейдов, сильные игроки должны убивать одиночных зараженных, чтобы получить как можно больше бафов и повысить свой возможный урон. Ориентируемся на тех мобов, которые стоят к нам ближе, чтобы снизить время похода до них и обратно. 2 игрока, отвечающие за опухоли, убивают черных и красных зараженных. Когда все 5 рейдов ударят по Голгору, в зависимости от силы вашей команды, у него останется 55-45% здоровья. А это значит, что сейчас начнут появляться щупальца. Важно договориться, что игроки, стоящие в центре, на правой и левой стороне при захвате щупальцами, перемещаются только в рамках своей условной части карты. Это очень важный момент, о котором должны знать все, так как если не обговаривать это до старта отряда, вы можете мешать друг другу при использовании релокатора, и высока вероятность того, что Голгор вас опутает щупальцами. Напоминаю, что у вас есть 3 секунды для телепортации до тех пор, пока вас не утащат в клетку. Теперь обговорим действия 2 игроков, которые отвечают за опухоль. Итак, 2 игрока делят нижнюю часть карты. Они перемещаются от щупалец только по нижней части, чтобы не мешать другим игрокам. В это время 3 топовых игрока продолжают отправлять сильнейшие 4 похода на Голгора, а 2 оставляют для марша на зеленых мобов. Если рядом с ними появляется кто-то, то убивают его. 2 нижних игрока отвечают за черных и красных зараженных, а также за освобождение топов, если он не успел отпрыгнуть. Они не отправляют соло-марши на Голгора. Итак, здоровье Голгора снижено до 40% и появляются опухоли. На этом этапе важна работа 2 нижних игроков, которые должны бить опухоли и мобов, вовремя отпрыгивать от щупалец и следить за топами. Задача поддержки — считать, что опухоли — это 2 кнопки, которые нужны нам для снятия защиты с Голгора. Одно нажатие по зеленой снимает 10% защиты, а значит 5 ударов — это минус 50% защиты. Фиолетовая опухоль нужна нам, чтобы вызвать зеленую из-под земли. 5 раз зеленая, 1 раз фиолетовая, проще простого. Идеально, когда зеленая кнопка исчезает на несколько секунд. Для этого нужно своевременно бить по фиолетовой, только тогда.
Танки могут спокойно, не прекращая бить Голгора, не боясь, что у него поднимется защита. Она отображается в нижней части шкалы здоровья. По опухолям не имеет значения урон, герои и отряды. Главное нанести удар. 3 игрока к этому моменту набирают достаточно бафов, чтобы каждый его марш наносил хороший урон. Именно эта стратегия помогла победить игрокам Голгора за 6 минут. Если в команде нет сильных игроков, нет 8 или 7 звездных топов, все еще можно применить данную тактику и попробовать улучшить свой показатель. В этом случае также необходимо распределить роли, понять, кто из 5 игроков сильней. 3 игрока будут бить соло-отрядами, 2 более слабых будут командой по уничтожению опухолей. Но тактика немного изменится. С самого старта команда открывает 5 мгновенных рейдов. Убивают до удара 5 черных мобов, далее также используют релокатор и начинают второй круг рейдов без автостарта. После этого появляются щупальцы. Здесь принцип такой же. Делим территорию, убегаем от щупалец, бьем мобов и так далее. Но важный момент. Щупальцы прекращают вас утаскивать на 40-й минуте боя. К этому времени у Голгора может остаться, например, 38-36% здоровья. 3 сильнейших игрока также набрали бафы, и теперь, когда нет щупалец, они открывают рейды с автостартом, своим первым отрядом. Второй и третий марш отправляют в соло-атаку, чтобы нанести лучший урон, а оставшимися маршами вступают в рейды союзников. Когда у Голгора осталось 12%, сильнейшие игроки отправляют только соло-отряды. Задача остальных 2 игроков поддержки такая же: бить опухоли, 5 по зеленой, 1 удар по фиолетовой. В принципе, в этом вся стратегия прохождения события Утроба Голгора. Также не забывайте, друзья, что лучший показатель зависит от возраста штата. В более молодых штатах игроки наносят больше урона, потому что в ином случае им бы не хватило и часа на прохождение этого события. Поэтому, если вы хотите сравнить свой результат, ориентируйтесь на значение ближайших к вам штатов. Также трата биокапсул и ускорителей марша может сократить ваше время прохождения события в целом. Но, честно говоря, я не считаю это хорошей идеей. В игре есть много различных направлений, где можно потратить биокапсулы с большей пользой. А теперь хочется сказать о том, как выгоднее тратить бензин, то есть энергетические баки. В окне стройки у нас есть возможность активировать катализатор, который даст бонус при трате бензина на определенное количество времени. Когда какой-либо игрок вашего штата активирует его, то появляется бегущая строка, уведомляющая вас об этом. Катализатор дает плюс 20% при трате бензина, то есть при трате одной канистры вы будете получать 6 очков. Использование одного катализатора также дает вам 100 очков инженера. Если открыто несколько катализаторов, то увеличится лишь длительность действия этого бонуса. Поэтому можно договориться в рамках своего штата, что в определенный момент времени кто-то откроет катализатор и все разом прожмут бензин. Так вы можете занять хорошее место в рейтинге штатов. Но можно и не говорить никому о том, что вы собираетесь активировать катализатор и единолично набрать больше очков. Тут уже дело ваше. Друзья, на этом пока все. Я вас благодарю за просмотр. Если видео вам понравилось, поставьте лайк. Подписывайтесь на мой канал и пишите свое мнение. Какую тактику применяете, какой у вас штат и время прохождения. Берегите себя и не дайте Голгору утащить вас. Всем пока!